Сегодня уже 3 ноября, малышка уже очень большая, 4 килограмма 110 грамм. И сейчас едем на стимуляцию, потому что роды так и не начались, планировались 31 октября. Ну что ж, пожелайте удачи. Немножко, конечно, страхово и очень боюсь, но что поделать? Прикольная коляска. Часов 5 назад сделали инъекцию таблетки, и сейчас уже схватки достаточно такие интенсивные, где-то раз в 5 минут. Прошло 5 часов, животик опустился, но он опустился на самом деле еще раньше, и, конечно, уже так ощутимо, поэтому скоро будем выдвигаться в роддом. Это у нас такие крикливые мексиканские птицы здесь. Она лезет мне сюда. Ой. Собрали сумки. Муж уже волнуется, ждет. Взяли еще дополнительное автокресло для выписки. Usa cualquier carril para girar levemente a la derecha hacia Avenida Nichupte. При приходе необходимо заполнить бумаги. Так как сейчас схватки уже участились, поэтому заполняет все супруг. Вот так в Америмеде выглядит комната для ожидания. Здесь вот соседняя койка. Вот такую рубашечку дали. Чувствительно, конечно. А до этого еще сколько? Родиться ночью, где-то под утро. Не торопится. Нет. Собственно, в своем стиле. Сейчас 3-4 сантиметра только. Да, есть Сейчас еще. Куда 4 стремиться? часа почти дня. Ну да, сейчас 4 часа дня. 2 часа полежали в приемном отделении. И сейчас нас перевели в палату. Вот на этой койке, видимо, я буду ждать. Сейчас схватки уже усилились. Это вот то как раз устройство, такая кровать, на которой привезли нас. Здесь туалет, его чуть попозже покажу. Есть телевизор. Я так понимаю, что как раз в этой палате будем потом уже с ребеночком лежать. Каждый раз, когда вы чувствуете схватку, нажмите кнопку. Это наша счастливая роженица. Далее заняться делом. Кликать кнопку каждый раз, когда схватка начинается, чтобы не заскучал. Вот тут супер кресло раскладное. Схватка началась. Вот у нас туалет. Сделали физраствор. Здесь, конечно, нужно язык немножко хотя бы знать. Конечно, есть англоязычные врачи, но они как бы средне общаются. Поэтому, если вы английский, например, не знаете, знаете только, например, там какой-то свой язык, русский, например, и испанского не знаете, то это, конечно, тяжело. Потому что как-то вот сказать, что нужно походить или что-то еще, это как бы не сразу понимается. Но в целом вообще, как бы персонал клевый.
Только что закончились роды. Длились они больше 11 часов. 11 часов я провела в схватках, потом еще дополнительно 1,5 часа потребовалось на операцию, на кесарево сечение. Конечно, схватки – это такая вещь очень жесткая. То есть, ну, как бы, если у вас ребенок стандартного размера, либо маленький, это, конечно, нормально. Но если ребенок очень большой, то это прям очень-очень большая работа. Вот, поэтому, причем не только для матери, но и для ребенка, поэтому, если, например, есть риски какие-то, то лучше, конечно, их избежать с помощью кесарева. Вот, тем более кесарево, честно сказать, это не страшно, если нет противопоказаний никаких, это прям, ну, как бы это гораздо легче. Вот, ну и, честно, я очень-очень счастлива, что стала мамой, вот, хотя сейчас такой отходняк, но я действительно просто... Наверное, еще не до конца осознала, но это прямо... В общем, я счастлива. Так как роды проходили ночью, принесли утром вот такой омлет. Если рожаете самостоятельно, то на самом деле завтрак полагается пораньше. Папайя, желе, сок, какая-то еще жидкость. Я так понимаю, что это какой-то чай. И чай горячий. Вот такой наборчик. Приятного аппетита. Наконец, спустя сутки после нашего прибытия в госпиталь, нас перевели в достойную палату, которая больше похожа на гостиничный номер. Вот жена лежит. Уже лучше выглядит и чувствует себя, это радость. Вот наконец-то еду принесли. Поэтому, может, поэтому радуется. Посмотрим. О, сэндвич. Это что такое? Не знаю, каша какая-то похожа. Это фрукты. Желе опять. Желе сегодня было. А это яблочный сок. Тоже сегодня такой же был. Здесь кровать круче, кстати говоря. Да, кровать круче. Да, тут много штучек для управления. Можно нормально так привести во все положения, как стул сделать, вообще клево. Да? Телек вообще прям. Телек вообще гигантский. Кондиционер, система управления. В том-то номере у нас не было никакого управления кондиционером. Морозь себя как хочешь. А тут еще есть кнопочка такая, чтобы вызвать медсестру, если надо. Да. В этом плане классно. А для меня вот есть мое любимое кресло, на котором я целую ночь провел в том номере. Но есть еще и апгрейд, целый диван. Так что я тоже рад. Одеяло, кстати, дадут. Вроде обещали. Это хорошо. Здесь еще должна быть ванна или душ. В отличие. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Ну да, душ тут есть, но туалет, как всегда. И вот душ со стульчиком. Для тех, кто предпочитает или не может стоя мыться. Да, кстати, да. Большой шкаф и даже сейф. Ну, все-таки, да, как гостиничный номер выглядит. У нас весь номер прошлый, вот он видел, как вот до этого самого, до салфеток. Да, страшно было Весь дело. номер был целиком. Да. Но это получается из-за того, что наплыв сегодня был очень большой людей. И не только по родам, просто люди обращались с различными проблемами, болезни, переломы и прочее. А тут же, кстати, клиники, они вообще такие универсальные. По-моему, сегодня днем только 2 было палаты заняты под новорожденных. Сейчас буду наворачивать. Да. Да, надеемся скоро увидеть дочь, ее там снова отдадут, а то она греется. Ну, кстати, тут прям рядом вот эта палата 32 с боксами детскими. Тут вообще классно в плане того, что тут, если вот восстанавливаешься, если тяжело, там люди помоют, медсестры накормят, все вообще без проблем. Если молока нет, то, например, они просто могут взять, там, развести смесь, у них все есть. То есть, ну, единственное, что с вас только вещи для вашего ребенка и все. Ну, вот.
и то какие-то первоначальные базовые там как-то дают, ну, на именно первый день. Ну, а потом уже как бы либо на выписку, либо на второй день, либо если вы хотите его кормить, например, грудью, то нужно будет, конечно, какие-то вещи привезти. Лучше полноценный слипик, чтобы все было закрыто, ну и шапочку какую-нибудь. И все. И, кстати, так как во всех палатах практически холодно, не стесняйтесь, берите какое-нибудь с собой одеяло. В принципе, как конверт, ну, оно тоже подходит, но без одеяла лучше не приезжать, потому что, ну, вот у нас, например, ребенок просто замерз. Да. Вот. Хотя в России дали ему 2 полотенца, но они, видимо, не особо греют. Нужно именно детское какое-то одеялко. Да. А сейчас так пригрелось хорошо? Ладно, ты тогда ужинай. Хорошо. Выздоравливай поскорее. Тебе не положено. Да, мне что-то покушать надо идти куда-то на улицу. Ну еще кафетерий же есть на первом этаже. Да, Как там кстати. цены, кстати? Ну, за 3 кесадильи я заплатил 90, за буррито с курицей 110 песо заплатил. Ну, это на русские надо умножать где-то на 3. Да. Ну, в принципе, я бы сказал, сносно, но еда тут такого качества. Ну, в смысле, не ресторанная, конечно, но как в столовой. Наесться можно. Без особых специй. Ладно, выздоравливай, тогда поправляйся скорее. Пока-пока. Сегодня у нас уже день выписки. Я уже восстановилась немного. Пробыли в Эмиремеде 3 дня. Подарили вот такой рюкзак. Здесь дополнительно еще немного подгузников, какие-то вещи для детей. Ну и немного для мамы тоже. Не знаю, как в России, но здесь стандарты такие, что первые там пару дней, когда кесарево, например, здесь лежишь под капельницей, просто через катетер все вводят, обезболики, там физраствор и так далее, чтобы быстрее восстановиться. Ну и, собственно, уже вот у меня 3-й день, в принципе, уже, ну, как бы чуть-чуть только шов болит, расхаживаюсь, а так в целом все хорошо. А это сделали фото на память с нашим врачом, который принимал роды. Команда была классная, поэтому большое спасибо.